Очень добрый день, я Лаига Гаркуша, в том числе и дизайнер интерьера. И за долгие годы я встречала какие-то основных мифов, в которые люди верят, почему я не живу в доме своей мечты, почему у меня нет дома или у меня нет комфортабельного дома. И в этом видео мы рассмотрим эти мифы и, возможно, увидим сами себя. И я буду делиться своим примером, потому что я сейчас человек, который наконец-то в стадии стройки своего дома. И, конечно, особенно это видео я посвящаю тем людям, которые оставили свои дома или которые остались без своих домов. Но, как говорит мудрый Соломон, есть время раскидывать камни, и время собирать, есть время разрушать и время строить. Я верю, что это время стройки грядет, поэтому я приглашаю это путешествие, которое нас хотя бы несколько шагов приблизит к домам нашей мечты. Пока я тут буду рассказывать эти мифы, делиться своим опытом и задавать вопросы, будут идти видео домов, которых я здесь встречала, домов моих друзей и знакомых, в которых я просто приезжала в гости за эти пару месяцев в Латвии. И что самое важное, обратите внимание, что дома разные, но ни один из этих людей не является супер-тупер миллионером. Это люди все среднего достатка, и очень многие из них свои дома развивали, строили годами. Это не пришло вдруг один день, они заехали за дом, и все, оно то произошло. И большинство из них прикладывали там собственные труды и усилия. Миф номер один. Я не живу в доме, потому что я квартирный человек. Да, очень многие из нас, мы родились в квартирах. Некоторые из нас жили в коммунальных квартирах, где одна комната и одна общая кухня, общий туалет. Моя мама меняла специальные рабочие места и работала работу, которую не совсем любила, чтобы заслужить квартиру с семьей, чтобы нас 6 человек, мы могли жить не полторушки, а 3 комнатах. Я помню, что я посещала своих подруг, которые жили в домах, и для меня это было какой-то вау. Это для меня тогда такой девушки, это был какой-то недостижимый какой-то уровень. И я думала, что это каких-то особенных избранных людей. Я даже про это не мечтала. У меня просто было квартирное мышление. Первый раз за дом мы размышлялись, когда мы возвращались в Украину, и квартиру, которую мы купили, где было 43 квадратных метра, очень классно устроена, недалеко от центра, в чудесном месте, но мы только поняли, что нас уже 2,5 детей, 3 мы ждали, и у нас там нечего делать. И тогда мы первый раз снимали дом. И с того момента я понимаю, что это было чудесное решение. Я понимаю, что всякое может случаться в жизни, но я не хочу возвращаться. Но до меня дошло достаточно долгое время, чтобы созреть для своего дома, чтобы стать достаточно смелым, уверенным, начинать строить свой собственный дом. Но на самом деле очень классно. Если вы квартирный человек и никогда не жили дома, я бы очень-очень рекомендовала арендовать дом на долгий срок. Не просто на каникулах поехать на 2 дня. Заехать в дом на год, может быть, на 2, до того, как вы строите или покупаете свой частный дом. Почему? Потому что люди от квартиры, они привыкли к квартире, и они даже сложно понять удобства и преимущества домов. Возможно, что для нас дом это был бабушкин дом с туалетом на улице, где зимой надо бегать, холодно, темно, страшно, какой-то неприятный запах, еще, не знаю, жарко летом, сквозняк зимой и такие вещи. Не знаю, есть кто любит такую сельскую романтику, но бывает, что эти дома, они были очень неустроены. И у людей остался какой-то, я не хочу дом, потому что это связано с каким-то подсознательным неудобством. Или есть семьи, которые вкладывают дома и строят их 10-20 лет. Все деньги, все отпуска, все вкладывалось в этот дом, дети уже выросли, им этот дом уже не нужен, и у них осталась осадочка, что все усилия было на дом, а как же мы так и не получили много наслаждения детства. Такое было. Я могу успокоить, что времена поменялись, строительство стало гораздо быстрее, конечно, там вопросы кредитирования, финансовые, они поменялись, и удобства, они стали более доступны. И бывает, что у нас просто эти предрассудки, они удерживают от того, чтобы посмотреть. А вот здесь в Латвии я первый раз живу в такой сельской местности так долго, я видела чудесных,
очень устроенных, очень комфортабельных домов прямо посередине леса. Там есть все, и косули, и фазаны, и все, не знаю, что там, всякая прелесть. А, Точно одно преимущество дома. В доме есть много преимуществ. Но факт, что долгожители, как правило, не живут в городах. Долгожители — это люди, которые живут близко к земле. Это доказано давно, что люди, которые живут близко к земле, ближе к земле, к своим домам, имеют хотя бы какой-то клочок земли. И когда я говорю дом, это может не отдельный какой-то особняк, может это даже коттедж, но там есть доступ к земле, какая-то травичка, несколько. Ну, третий аргумент, что дом — это слишком дорого. И мы тоже верили этому мифу, что мы, такой достаток, мы не готовы платить много за дом, когда мы начали сравнивать. Даже арендовать, например, дом очень часто, особенно для семьи, бывает дешевле, чем арендовать квартиру. И если посмотреть, сколько стоит квадратный метр квартиры и квадратный метр дома, не факт, что дом дороже, притом очень часто в квартирах нам надо отдельно покупать паркинг, с этим есть проблемы. Потом нам где-то надо ложить зимнюю резину, про лыжи, снаряжение там туристическое, и даже не говорю, у вас нет мастерской. Когда мы строим дом, даже если очень небольшой, компактный, очень часто все-таки дом, он может получаться даже выгоднее, чем... Конечно, в доме мы более свободны устанавливать газ или не устанавливать, устанавливать солнечные батареи или их не устанавливать, какое мы делаем водоснабжение. Конечно, об этом надо более заботиться, особенно при установке. Но дом можно делать гораздо более окупаемым в долгом сроке и независимым, чем квартиры. Это однозначно. Особенно, когда сейчас поставят вопрос энергетики, отопления. Поверьте, люди своим домом, они более свободны выбрать. Еще одна вещь, про которую нельзя не рассказывать, мы уже все чувствуем, что когда у нас есть дом, даже с маленьким небольшим клочком земли, мы можем выращивать для себя овощи и фрукты. Я это говорю, и мне самое сложно поверить. Когда я в возрасте 18 лет, полгода прожила в Уэльсе, был такой чудесной семье, очень красивом доме, архитекторском доме с видом на залив из ванной комнаты. И тогда женщина, у которой я жила, она сказала, что после 40 люди или ударяются в религию, или занимаются садоводством, выбирая такой пример. Ну, в Бога я поверила гораздо быстрее, мне очень повезло. И я думала, что я никогда не буду фанатеть садоводством. Я не тот человек, я в детстве пахала на поле, и мне достаточно. Но я понимаю, что реально после 40 что-то начинает меняться. Мне начинает интересовать свой сад, и что мне сейчас очень сильно интересует, выращивать своих овощей, своих фруктов и своей зелени, которые даже если она есть в магазинах, во-первых, она очень дорога, сложность ее иметь свеженький, а в нашем климате, даже в Латвии, Украине, очень вероятно, что меня слушают люди не за Северным полюсом, очень многих продуктов можно выращивать для себя. Это, во-первых, дешевле, и, конечно, это более чище обязанностей. И есть целое движение людей, которые строят маленькие, небольшие, вообще очень компактные дома, и не вязаются страшные долги. Люди начинают понимать, что для жизни комфортабельное, лучшее, чудесное, на самом деле не надо так много. И не факт, что надо строить несколько сотен квадратных метров дома. Можно жить с небольшой площади, можно строить очень простые дома. Я вообще фанат очень простой функционального дизайна, архитектуры. Про это в следующий раз. Так что, наверное, самый классный способ — это начинать изучать, какие еще могут разные быть дома, какой может быть подход. Потому что если мы жили в какой-то среде домов, мы привыкли, и мы думаем, что дома должны быть такие. Поэтому очень полезно путешествовать или смотреть журналы или какие-то шоу про разные дома, и это расширяет мышление, что точно, для жизни и комфортабельное, чудесное вообще-то не нужно то, что я думаю, может, что нужно. Одна из причин, я слышала, один из моих друзей, он сказал: я не люблю дом, просто ненавижу, потому что зимой надо чистить снег. Я очень люблю чистить снег, я северная девушка, мне это просто очень нравится. Но есть люди, которые не любят стричь траву, или
они не дома в это время, или не любят ухаживать за территорией, тогда я скажу, что, во-первых, есть очень много других причин. Сейчас даже я здесь живу в селе, тут уже у каждого второго чуть есть этот комбайн, который сам стрижет траву. Как пылесос, так и есть для травы уже придумали. Есть много чудесных изобретений. Можно снять клининговую компанию, которая убирает сад и убирает за территорией. И вообще-то ландшафтный дизайн можно сделать гораздо проще для ухаживания и не заморачиваться этими вещами. Искушение — это когда мы понимаем, что мы строим дом, у нас какое-то представление, что нам надо построить дома на следующее поколение. Я могу сразу вас освободить, потому что жизнь дома — это 25 лет. Это не значит, что вы построите дом, и через 25 лет он рухнет, но через 25 лет настолько поменяется образ жизни, что то, что вы раньше построили, вам казалось это нормально, удобно, вам уже захочется точно все перестроить. Во-первых, будут дети взрослые, или вы уже будете, или как раз будут внуки, надо будет создавать новые комнаты. Ну, наш образ жизни за 25 лет точно меняется, поэтому я вообще не вижу смысла очень много вкладывать, очень много ресурсов в какой-то супер-тупер отделки и постараться построить дом на десятилетие. Я, кстати, видела людей, которые построили дом для своих детей с самыми добрыми намерениями, чудесной дубовой лестницей, все так классно, это такой трехэтажный дом, он на самом деле классный, но это было построено почти 30 лет назад, и сейчас уже люди не хотят жить в трехэтажных домах, возможно, что они вообще же хотят жить на одном уровне, но 30 лет назад никто это не знал, поэтому, когда мы строим дом, я думаю, очень разумно это подумать, строить сейчас на следующие 10-15 лет, имея в виду, как я смогу ее перестроить, как я могу, например, тот дом, который мы сейчас строим, я четко понимаю, что за пару недель я могу ее переделать в небольшую гостиничку, просто потому, что у нас там много ванных комнат и много спален, потому что у нас много людей в нашей семье. Но, наверное, самое важное, чтобы иметь свой дом, это перестать себе говорить, что я это не могу, что это не для меня, это для каких-то особенных избранных людей, только не меня, и начинать себя говорить: эй, а давай, а какой я бы хотел дом? Почему я это рассказываю? Например, сейчас сижу на кухне в коттедже моей мамы, это коттедж, и она рассказывает, что где-то в 50-х годах она была девочка, подросток, ей родственница из, по-моему, Америки или из Германии. И она присылала фотографию себя в таком народном костюме возле дома. И моя мама рассказывает, что она тогда смотрела эту фотографию и думала: вот это дом. И представляете, что это был не просто дом, это был коттедж в ряду. Конечно, в советское время никто не знал, что такое коттедж, и она в то время вообще жила там где-то в лесу. Но говорит: ну я помню эту картину, это дом. Что интересно, что прошло 60 лет, и она живет в таком небольшом, но уютном коттедже. Чему это? Потому что возможно, что у каждого из нас есть внутри какая-то мечта, если бы было возможно все, я бы жил в таком доме и в таком месте. Тогда знаете что? Очень возможно, что это возможно для вас. Я вам от всей души желаю. Начинайте мечтать, начинайте смотреть журналы и перестаньте говорить, что вы это не можете, и просто дайте себе возможность сказать: почему и нет. Я живу один раз, и я могу жить достойно в своем комфортабельном, уютном, приятном доме. И я благодарю за ваши лайки, за комментарии. Пожалуйста, подпишитесь, делитесь своими друзьями. Это мне очень нужно, и я буду очень благодарна. И встречаемся в следующий раз, когда я, наверное, больше расскажу про то, как выращивать еду на небольших квадратных метрах. Но сейчас пока.